Панк-обозрение – это события и факты из мира панк-рока, коротко и без лишних слов. Сегодня мы обозреваем The Adverts, Angelic Upstarts, Антипастия. Друзья, всем привет, меня зовут Леша Желтый, вы смотрите передачу Панк-обозрение. Прежде чем мы начнем, я вынужден произнести дежурную мантру. Буду рад подписке на канал, комментарию и лайку. Все эти нехитрые действия не отнимут много времени, но помогут продвижению ролика. Итак, погнали. The Adverts. Группа образовалась в 1976 году, вскоре после первого шоу Sex Pistols, и появилась на глаза испуганной общественности в прославленном клубе Рокси 22 декабря 1976 года. Бесспорными лидерами и лицами группы были вокалист Стиви Смит и Гей Адверт. Стиви Смит вспоминает: «Поначалу названия у нас не было, мы назывались One Chord Wonders, а потом уже Adverts. У меня были песни, а звук группы появился во время нашей совместной игры. Бас-гитаристка, которая никогда раньше не играла на бас-гитаре, барабанщик, никогда не игравший на ударных, и гитарист, копирующий мои партии, так что мне не приходилось играть самому». Вот таким был звук группы. Великолепная мелодия, отличная вокальная подача и замечательные тексты. Вот что из себя представляли The Adverts. Неудивительно, что Adverts произвели неизгладимое впечатление на многих из очевидцев, одним из которых был Брайан Джеймс, гитарист Damned. Он сперва предложил Adverts играть на разогреве, а потом представил их руководству Stiff Records. Любопытна надпись на афишах во время совместного турне. Adverts могут играть один аккорд, Damned играет 3, приходите и полюбуйтесь на все 4. Неудивительно поэтому, что первый сингл Adverts звался One Chord Wonders. Успех группе принес замечательный, ныне легендарный сингл «Гарри Гилмор Сайз». Эта песня основана на реальной истории, когда массовый убийца завещал свои глаза после смертного приговора на нужды медицины. После череды обстоятельств The Adverts решили распасться. 27 октября 1979 года группа дала прощальный концерт. Crossing the Red Sea был первым альбомом Adverts, говорит Стиви Смит, и он был закончен. Не было смысла повторять самих себя. Мы могли выпускать один и тот же альбом снова и снова с другими песнями, но эта идея меня не привлекала. В плане текстов я двигался к другим вещам, более рискованным. Я писал о том, что чувствовал, много из этого казалось неизбежного конца группы. Я здорово вырос. Angelic Upstarts. Один из новоположников жанра «Ой, Angelic Upstarts» появились в Англии. Главным виновником рождения группы был вокалист Мэнси. Успех и внимание публики пришли сразу же с первым синглом The Murder of Little Towers, безразмерной, злой и беспринципно панковой форме, повествующей о полицейском беспределе. Мы издали наш первый сингл Little Towers вместе с Police Oppression на нашем собственном лейбле, вспоминает Мэнси. Мы напечатали 500 копий, они продались за 2 дня. South Shields Music купили аж 2 копии, наверное, они почувствовали, что что-то должно было произойти. Small Wonder взяли несколько, а потом Rough Trade переиздали его, и он стал номером 1 независимых чартов, продавшись в количестве 30 тысяч копий. Я в жизни не написал ни одной песни о любви, я писал о том, что происходило с нами на улице, как, например, в Police Oppression. Have you ever seen grown men cry? Police, police, police oppression. Police, police, police oppression.
На нас обрушилась полиция, нам крепко доставалось. Это стало одной из основных причин нашего переезда в Лондон. Наши проблемы начались из-за песни Little Towers. Мы наделали футболок и тех ребят, что носили их, закрывали. Вся полиция Северо-Востока имела на нас зуб. На меня напали копы во время матча Сандерленд и Нотс Форест. Мы переехали в Лондон и заключили контракт через Polydor с лейблом, что открыл Джимми Перси. Он назывался GP Records. Джимми меня просто потряс. Но чем больше я проводил с ним времени, тем меньше стал его понимать. Вскоре мы с ним уже были на ножах и постоянно ссорились. До этого мы были на Polydor, и у нас там были проблемы. Мы как-то выходили из их здания, шел снег, и мы все дурачились. Я даже не кидался снежками, это был наш маленький барабанщик. Какие-то секретарши выходили из подъезда, и с ними было 3 парней, и он запустил одну из них снежком. Он пролетел в мили от ее головы, в итоге завязал с дракой, мне крепко досталось. Я пришел в офис Тони Гордона, что был в 10 минутах ходьбы. Я зашел к нему, он на меня смотрит, а у меня шишка на голове, руки в крови, и говорит: «Вас уволили». На следующий день мы подписали контракт с Warner Brothers. Тони Гордон сказал: «Я хочу кое-что вам показать». У него было 4 или 5 телеграмм, все от мейджор лейблов, где говорилось: «Мы хотим эту группу, назовите цену». Он говорит: «И с кем мы будем заключать контракт?» Я отвечаю: «Не знаю, ты же менеджер». Группа подписалась на Warner Brothers и записала 2 классических альбома Teenage Warning и We Got to Get Out of This Place. Концерты Angelic Upstarts постоянно сопровождались стычками, ибо на них частенько присутствовали члены Национального фронта, которых мало волновала левая позиция группы, но зато их прельщал агрессивный патриотизм Angelic Upstarts. Бывали, правда, и более курьезные концерты. Однажды капеллан одной тюремной церквушки пригласил группу выступить перед заключенными. Он, похоже, по ошибке, исходя из названия группы, подумал, что Angelic Upstarts — это какой-нибудь религиозный коллектив с флейтами, тамбуринами и хороводами в терновых венцах. Тюремное начальство чувствовало себя крайне неудобно, когда в стенах их любимого заведения стали раздаваться шумные неистовые песни, обвиняющие правящий режим и полицейских. Антипастия. Английская группа из Дербишира, игравшая, как и полагалось в ее суровое время, суровый панк-рок. Первым релизом стал мини-альбом Two Sore Pins, изданный в 1980 году. В январе 1981 появилась вторая пластинка аналогичного формата Let Them Free. В британский топ-40 группа попала с дебютным альбомом The Last Call. Среди прочих творений группы особое внимание следует обратить на 12-дюймовый сингл Don't Let Em Grind You Down, где на одной стороне фигурировали Антипастия, а на другой — легендарный Exploited. Закономерно, что пластинка выбралась на первое место в независимом хит-параде. Вскоре группа распалась. Друзья, всем спасибо за внимание. С вами был я, Леша Желтый. До скорых встреч. Пока.